И сегодня вторая тема у нас – это тема «Здоровые ритмы». Что такое здоровые ритмы? Или что приходит к вам на ум, когда вы думаете о здоровых ритмах? Музыка, гимнастика, восхваление, ритм восхваления, да? Сердцебиение, да, вот здоровый ритм сердца может о многом, да, сказать, или наоборот нездоровый может сказать нам о многом. Угу. Вот, в принципе, у многого, да, вот в жизни вот то, что существует, есть определенный ритм. Вот, а ритм может быть здоровый, вот, либо нездоровый. Вот. И о том, как этот ритм проходит, может, опять же, нам говорить, да, о том, вот, насколько ритм хорош, да, или то, что имеет этот ритм вот, здорово или нездорово. Вот в нашей жизни также есть ритм. Когда у нас до пандемии шум, машины, пыль, классно, жизнь идет, здоровые ритмы идут, с пылью, с гарью, как только на пандемию тишина, что-то не так вообще. Просто вот прям давит на уши, нездоровые ритмы. Вот, а для кого-то это было наоборот. Вот все, что было до пандемии, это было нездорово. Вот как только пандемия, мы поняли, можно отдыхать. Можно чистый город, рыбки в Весновке, да, там вот что было, птички летают, чайки прилетают, вот что-то было вот удивительное, да, вот. Для мегаполиса это был нездоровый ритм. Вот, но удивительно, вот для мегаполиса вот что является здоровым ритмом? Вот то, что вот сейчас мы бежим, это здоровый ритм? Вот, или нет, вот каждый совсем по-другому, да, вот мы об этом поговорим, вот что является здоровым ритмом, что нездоровым ритмом. Вот, интересная дискуссия, значит, будет у нас. С какими трудностями вы сталкиваетесь, стараясь поддерживать здоровый ритм в вашей жизни? Мы сами себе, да, палки в колеса ставим, да, наша лень, вот, недостаток дисциплины, что еще? Отсутствие синхронизации. Ага. Насчет постоянно прокрастинация, да, вот такое слово популярное сейчас. Ритм вокруг, да, вот ритм здоровый либо нездоровый, вот тоже может влиять на то, как мы поддерживаем наш ритм, помогает это нам или нет. Вот опять же, мы живем в общине, да, вот синхронизация вот с другими людьми. Вот, зависит от того, какой ритм у наших близких, тех людей, с которыми мы живем, работаем, да, вот общаемся и так далее. Вот тоже может на нас влиять. Вот, все это важно. Вот. Что же такое здоровые ритмы, да, или здоровый ритм? Вот. Это, по сути, святые привычки, которые укореняют нас в Боге. Вот наши здоровые ритмы это святые привычки, или, по-другому можно сказать, это духовные дисциплины, которые укореняют нас в Боге. Вот. И когда мы с вами будем говорить о духовных дисциплинах, это не только вот все, что, знаете, вот какой-то вводит нас в какой-то дзен, да, там, или вот в состояние покоя, вот, потому что в нашей жизни все духовно. Вот мы где-то привыкли отделять, да, вот, например, там, материальное там, от нематериального, да, вот, духовное от физического, от эмоционального, от светского, но на самом деле вот, все духовно. Все духовно. И мы даже здесь с вами говорим о финансах, да, и мы понимаем, что финансы – это духовно. Вот. Может быть, наше отношение к финансам иногда не духовное, да, вот, но все, что Бог нам дал, Он сотворил, вот, все духовно. Все исходит от Бога, да, вот любой благой дар, вот, любой дар от Бога, вот, поэтому все духовно. Вот, и все может прославлять Бога. Вот, зависит тоже вот, от нашего отношения, как мы все это используем в нашей жизни. Далее, да, говоря о духовных ритмах, непосредственно о привычках наших, вот, тоже интересна такая цитата, что ваше личное правило жизни, вот, или как правило жизни, это тоже вот ваш здоровый ритм.
Это целостное описание ритмов и отношений, наделенных духом, чтобы создавать, высвобождать, поддерживать и преображать жизнь, которую Бог приглашает вас прожить в смирении и поклонении Ему. Вот. Есть такое понимание в сфере духовного формирования, да, вот как правило жизни. Вот. Что значит правило жизни? Правило жизни – это набор принципов, по которым я живу. Вот, которые тоже включают в себя определенные духовные ритмы, определенные духовные дисциплины. Это о балансе в нашей жизни, да, вот как я работаю, как я отдыхаю, вот, как я общаюсь с Богом, общаюсь с другими людьми и так далее. Вот, что помогает мне расти в Боге, восстанавливаться вот где-то, то есть и жить вот, жизнь в смирении и подчинении, поклонении Богу. Вот, это то, что называется правилом жизни. Почему мы говорим о здоровых ритмах? Вообще, почему нам важно говорить о здоровых ритмах? Как думаете? Жизнь дает. Чтобы укрепиться в Боге, а укрепление в Боге это дает будущность, надежду. Путеводитель. Путеводитель. Ориентир. Ориентир. Вот написано Здоровье, поддерживать и духовное преображать здоровье. жизнь, которую Бог приглашает вас прожить в смирении и покаянии. Духовное здоровье, да? Это духовное здоровье, да. Вот. И это в целом понимание того, как Бог устроил этот мир. Вот это, опять же, возвращает нас к тому, вот как Бог создал этот мир и какие ритмы Он вложил. Вот при создании, да, при сотворении Бог вложил ритмы работы, труда и отдыха. Суббота, да, вот субботний отдых, шаббат. Вот, и нам важно придерживаться этого ритма. Вот, я думаю, у Бога опять же была цель, да, вот, что мы 6 дней трудимся, 1 день отдыхаем, не наоборот. Вот. Что бы с нами было, да, вот если мы просто 6 дней лежали, вот ничего бы не делали, да, вот и только 1 день вот вкладывали во что-то. Вот, мы бы, может быть, не видели таких результатов, которые Бог хотел, чтобы мы увидели. Да, вот, и опять же, 6 дней это не только то, что нам нужно, чтобы себя реализовать, да, вот, и то, что Бог вложил в нас, но это то, что, может быть, нужно земле и творению. Вот, вот эти 6 дней труда, вот то, что мы вкладываем, это то, что нужно этому миру. Вот, опять же, это взаимообмен. Это взаимоотношения, это взаимосвязь. Вот помните, что вот у нас отношения со всем. Вот, и эти отношения поддерживаются как в труде, так и в отдыхе. Павел тоже, да, нам говорит об этом. Он говорит, что у каждого дня есть свои заботы. Вот, и для каждого дня достаточно своих забот. Но когда мы бежим слишком быстро, да, вот, или пытаемся все впихнуть в 1 день, да, вот, получить какие-то результаты быстрее, опять же, мы говорили, да, про аналогию растений, да, вот, воды побольше заливаем, побольше удобрений, побольше света, вот, вот что произойдет с этим растением? Вот. Для него тоже важны определенные ритмы. Вот, определенное количество воды в определенный день, вот, определенное количество света. И поэтому для нас тоже, когда мы много пытаемся вместить в себя, вот в те дни, которые Бог нам дал, мы тоже перегораем и умираем в конце концов. Вот. Духовно, физически или эмоционально вот мы просто можем выгореть. Поэтому нам важно соблюдать вот эти вот ритмы. Вот, ритм, который Бог создал. Для каждого дня достаточно своих забот. Вот, ни больше, ни меньше этого. Вот. Мы люди, у которых есть ограничения, да, вот у нас есть возможности, много возможностей, у нашего тела в том числе, но у нашего духа, да, вот у нашего разума, но в то же время у нас есть и ограничения, и нам нужно уважать эти ограничения. Иисус тоже говорил, какая польза тому, кто приобретет весь мир, а душе своей навредит. Вот, пытаясь сделать слишком много, слишком быстро, пытаясь стараться приобрести вот, лучшие результаты, да, вот, побольше иметь там, и так далее, вот, мы на самом деле больше вредим. Вот, и здоровые ритмы, они тоже об этом.
Здоровые ритмы, они тоже очень важны, особенно в век цифровых технологий. Вот, потому что вот цифровые технологии, да, вот все наши гаджеты и все, они выбивают нас из того ритма, который Бог вот задумал для нас. Вот это большой вызов сейчас для нас. И вот Чак Дегрот в одной из своих книг, там, «Целостность», да, вот книга называется, или «Целомудрие» книга называется, он пишет, что в современном сложном, технологически перенасыщенном обществе, которое позволяет нам быть на виду, подключаться быстро, да, следить за новостями, получать доступ в любое время, в любом месте, мы, конечно, не испытываем той свободы и простора, о которой говорим, что мы хотим вот, их видеть в нашей жизни. Вот. Мы хотим простора в жизни, да, вот, мы хотим вот, какой-то свободы, но мы не получаем. Вот, потому что с развитием технологий вот даже сфера труда, так скажем, да, вот работы настолько ускорилась, что мы просто не успеваем за ней. Вот, и мы думаем, что да, технологии, с одной стороны, они помогают нам быть продуктивными, быть эффективными, но в то же время они очень сильно крадут наше пространство. Очень сильно занимает наше пространство. Телевизоры, компьютеры, смартфоны. Вот, сколько времени мы там проводим. Вот, и даже если мы хотим, допустим, почитать Писание, да, вот на своем телефоне, при том, что мы не отключаем уведомления, да, вот всегда на что-то отвлекает. И мы быстро переключаем свое внимание. Вот, и уже вот нам нужно задавать для себя вопрос, да, вот, а что для меня на самом деле важнее? Вот, если я так быстро отвлекаюсь, действительно мне вот это время с Богом сейчас важно. Поэтому цифровые технологии – это большой вызов для нас сейчас. И поэтому еще очень важно говорить о здоровых ритмах и оценивать эти ритмы в нашей жизни. Живу ли я в здоровом ритме? Вот, и что для меня лично значит здоровый ритм? Вот, в моем окружении, да, вот при моем роде деятельности, в том, что я имею, да, и так далее. Вот. Большой вызов, особенно технологий, да, цифровых, это многозадачность. Вот. Мы почему-то полагаем, что многозадачность – это выход. Вот. Что многозадачность – это эффективность. Хотя исследования показывают, что это на самом деле обратное. Вот. Что человек не способен быть многозадачным. Вот. Что это мнимая иллюзия такая. Вот. Наш мозг не может делать несколько вещей одновременно. Вот. Он все равно фокусируется только на одном. Мы думаем, что мы делаем все, но на самом деле, даже если мы там в телефоне, и кто-то к нам говорит, мы либо в телефоне, либо мы слушаем, что человек говорит, мы все равно упустим. Вот. И мы можем даже упустить оба. Вот. И наш мозг просто отключается в этот момент. Поэтому многозадачность на самом деле, как таковой, ее не существует. Но, тем не менее, когда вот почему нам так привлекательны тоже цифровые технологии, это в том, что они дают нам определенную власть. Вот, дают нам определенный контроль. Вот, все в зависимости от того, как мы используем эти технологии. Мы можем влиять на этот мир творчески, вот, или вот, мы можем просто вот, помешаться на контроле полностью. Вот, вот мы хотим все знать, поэтому вот, мы просто не можем свой телефон даже куда-то вот, отпустить. Вот, опять же, можете для себя оценить, да, вот, отключаете ли вы уведомления когда-нибудь, да, вот, звонит ли у вас телефон поздно ночью, вот, можете ли вы убрать его в другую комнату, когда вы просыпаетесь, вот, что вы первое берете в руки, да, вот, зубную щетку, стакан кофе или телефон, да, вот, то есть вы можете оценить, насколько вы контролируете вот, использование цифровых технологий, да, вот, или цифровые технологии используют вас, вот, и контролируют вас. Вами, да, вот просто подумайте тоже об этом. Вот, цифровые технологии – это большой вызов. Опять же, это не значит, что это плохо, вот, но если они нами уже начинают контролировать, вот здесь уже нам нужно думать о том, вот, как нам быть с этим, да.
мы с вами поговорим, вот, говоря о здоровых ритмах, да, вот о 5 принципах. О 5 принципах, как мы можем поддерживать здоровые ритмы в нашей жизни при всех вызовах, с которыми мы сталкиваемся. Вот то, о чем мы говорили. Вот, и автор книги Space Maker, да, вот это создатель пространства, Дэниел Сих, он как раз адресует вызовы цифровых технологий. Вот, как они на нас влияют и что нам нужно делать, чтобы защищать вот наши здоровые ритмы. Защищать наше пространство, быть эффективными, да, вот, в труде, вот, к тому, что Бог в том, к чему Бог нас призывает, вот, также качественно отдыхая, вкладывая в отношения, да, вот то, о чем мы говорили буквально недавно. Вот, и 5 принципов — это следующие: установить ограничения, планировать наши привычки, выделять время на отдых, культивировать общину и принимать молчание. Вот мы более подробно о каждом из них поговорим сейчас. Вот первое – это установить границы или ограничения. Опять же, мы говорили, мы созданы Богом, в нас вложены определенные возможности, определенный потенциал, но также есть определенные ограничения. Вот. И мы очень любим выходить за рамки этих ограничений. Вот. Мы очень любим себя растягивать. Да, мы свободны, никто нам не запрещает, да, вот Бог дал нам эту свободу, но тем не менее, я думаю, Бог тоже вложил в нас разум и мудрость, вот, и иногда мы не пользуемся этими дарами, вот, и начинаем себя растягивать. Поэтому установить ограничения, вот, то, о чем говорит Дэниел Сих, да, вот в первую очередь, опять же, это как мы пользуемся цифровыми технологиями, вот, как мы пользуемся интернетом, сколько времени мы там проводим. Вот, опять же, мы управляем, да, вот, этими возможностями, или уже интернет, да, вот, и цифровые технологии управляют нами. Вот, и можем ли мы разграничить вот, себя? Вот, или все-таки уже телефон настолько вжился, да, вот, в нашу ладонь, что вот, мы уже не представляем себя вот, без него. Вот сейчас очень большое, да, как бы идет, много разговоров идет о выгорании, вот, о переутомлении в целом, потому что, опять же, всего слишком много. Вот, мир движется очень быстро. Даже сейчас, например, вот говорят о цифровых технологиях, да, и вот сейчас встает такая тема разницы поколений. Вот как мы можем понять новое поколение, да, вот с чем они сталкиваются. И вот особенно большой такой, как пробел, да, вот в понимании сейчас вот идет между поколением миллениалов, да, вот это мое поколение, да, и поколением Z. Вот это более младшее поколение. Потому что поколение Z, оно выросло уже вот на технологиях, оно рождено было в эти технологии, уже с телефоном. Вот. К нам, в мое поколение, да, вот, мы познакомились с интернетом и с технологиями уже позже, вот где-то больше как бы к середине нашей жизни. Вот. Нас еще все-таки сформировал двор, да, вот, нормальные игрушки обычные, да, вот не цифровые, вот не вот эти вот игры. У нас, может быть, были приставки там с кассетами, знаете, такими вот там на мониторах встает, там вставляешь как бы кассету, вот, но не то, что как бы сейчас, да, вот эти игры, которые есть. И на самом деле очень большая вот разница. И то, что влияет на эту большую разницу, это цифровые технологии. Вот. И сейчас даже исследование показывает то, что пробел, не пробел, а как поколение, временные как рамки поколения, что ли, будут сокращаться и сокращаться. То есть если раньше это там 20 лет, 15 лет, да, вот, то сейчас это меньше и меньше, 12 лет, 10 лет, 5 лет. Вот. И все почему? Все потому, что технологии развиваются нереально быстро. Очень быстро. Вот, что человек даже за этим не успевает. Вот даже сейчас говорится о том, что искусственный интеллект сейчас, его развитие на 70% идет. Вот. И очень быстро, в короткие сроки, он может перейти на 100%.
Вот. И это, да, об этом страшно подумать. Вот. Поэтому для нас это большой вызов, и нам нужно вот то, о чем, опять же, говорил, да, Павел, это не сообразовываться с веком этим, но преобразовываться обновлением ума. Вот. Вот. Иисус говорил, да, вот я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, да, вот. И он не хочет, да, как бы этого. Это не значит, что нужно оставить этот мир, да, там, уйти в пустыню и так далее. Мы не об этом говорим. Вот. Но нам все-таки нужно возвращать себя вот к тому, вот, что Бог нам дал. Вот, да, в понимание труда такого, который Бог нам дал, да, в понимание развития такого, который Бог нас сложил. Вот. И это для нас большой вызов. Вот, потому что сейчас цифровые технологии дают очень много возможностей. Вот, и молодое поколение, оно хочет использовать эти возможности. Большой вызов сейчас для молодого поколения это в том, что у них слишком много возможностей. Вот, и они сталкиваются с проблемами выбора. Вот, нам раньше было, вот подумайте даже, вот, легко было выбирать. В советское время было легко выбирать. Там, а что выбирать? 1, 2. Или что дали, то и выбрали, да? Вот. Сейчас у нас даже вот там идешь в магазин, что я хочу, какие макароны я хочу, да, вот с глютеном, без глютена, да, там круглые, плоские и так далее. Вот. А с развитием цифровых технологий вот у молодого поколения выбора еще больше. Вот. И им очень тяжело выбирать. Вот. А для них это даже стресс такой. Вот они постоянно находятся в стрессе, потому что всего слишком много. Вот. Поэтому нам важно думать об ограничениях. Мы все должны об этом думать. Мы, как люди, должны думать. Вот. Потому что вот, ограничения – это то, что помогает нам сосредотачиваться, да, вот, фокусироваться на приоритетах, на важных вещах. Вот. Нам нужно научиться, особенно, вот это для нас тоже важно сейчас, но и для молодого особенно поколения, говорить «нет» хорошим вещам и «да» лучшим вещам. Вот. Это большой вызов для нас сейчас. Вот. Потому что, опять же, возможностей очень много. Угу. Вот. Вместе с ограничениями встает вопрос приоритетов. Вот. Я не знаю, если вы видели такую иллюстрацию, вот она ходит тоже в интернете, один преподаватель в классе показывал, да, вот, как раз учил по приоритетам. Вот, как мы заполняем свою жизнь, какими вещами, вот, в какой приоритетности. Вот. То, что он сделал, да, вот в первую очередь он положил, вот у него были, допустим, наглядные инструменты, да, вот пустая банка, камни, галька и песок. Вот. Что он сделал первым? Он положил большие камни в банку вот, и спросил своих учеников: банка полная? Угу. Полная. Угу. Вот. Дальше он взял гальку и положил в банку в эту же. И опять спросил учеников: банка полная? Полная. Вот. Дальше он взял песок вот, и засыпал в банку. И опять спросил: банка полная? Полная. Вот. И последний шаг он еще взял и налил в нее воды. Вот. Но что, если бы он сначала засыпал в нее песок? Или просто залил бы воды? И потом начал наполнять другими вещами. Вот. Из банки бы просто полилась вода, да, вот, или если это был просто песок, вот ни галька, ни большие камни уже бы не влезли туда. И вот для нас это иллюстрация того, вот, как мы расставляем приоритеты. Вот. У Стивена Кови есть книга, да, вот, как главное внимание главным вещам. Вот. Нам нужно отдавать первое наше внимание, да, вот наше основное внимание главным вещам в нашей жизни. Вот. И нам нужно определить вот эти камни. Вот. Что для нас главное в жизни. Вот. Если мы встали, да, вот, и взяли утром телефон, и мы не заметили, как прошел целый час или день, вот, тогда чем мы заполнили нашу жизнь? А потом у меня, оказывается, у меня свидание с дочкой,
а мне надо на работу, а у меня важный проект, вот, и все горит, вот, чем мы заполняем нашу жизнь? Вот, потому что банка, она представляет наши ограничения. Вот, это то, что мы можем в себя вместить. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Но не наши ограничения как бы помогают нам, не наши ограничения помогают нам вот, правильно распоряжаться, может быть, своей жизнью, а наше умение распределять приоритеты. Вот. Ограничения просто, да, вот это просто рамки для нас. Вот Бог установил рамки, все, вот это то, что ты можешь. Вот. В Ветхом Завете, да, есть такой стих, когда Бог говорит, да, вот, я поставил границы морю, вот, чтобы, я поставил берега у моря, как границы твоим амбициям. Вот для нас Бог тоже делает, у нас вложены определенные амбиции тоже. Вот. Но есть ограничения, это просто граница этих амбиций. Вот. И это банка, да, вот, но эффективность нашей жизни зависит больше не от этих ограничений, насколько мы можем правильно расставлять приоритеты. Вот. Это то, что на самом деле является важным. В погоне за успехом мы теряем перспективу. Мы требуем от себя больше, чем нужно, движимые гордостью, неуверенностью или страхом, и избегаем логические ограничения, тем самым нанося себе вред. Вот. А когда мы пытаемся слишком много вместить в свою жизнь, вот, чем мы мотивированы? Вот. Давайте поразмышляем, вот, время тоже для вас. Вот, чему вам нужно сказать «нет» в вашей жизни, чтобы сфокусироваться на том, что действительно для вас важно? Вот есть ли что-то в вашей жизни, чему вам нужно сказать «нет»? Вот. Какие негативные, скажем, нездоровые привычки вам нужно ограничить, вот, чтобы освободить в своем расписании место для действительно важных вещей? Вот. Или для других привычек, здоровых, да, которые вы хотите в себе воспитать. Второй принцип формирования или поддержания здоровых ритмов – это планирование привычек. Вот, или планирование духовных дисциплин, да, духовных практик. Привычки – это повторяющиеся действия и модели поведения, которые формируют то, кем мы являемся и кем мы становимся. Это то, что подкрепляет наши убеждения, наши ценности. Один из экспертов по привычкам, по формированию привычек, Джеймс Клир, он говорит, что каждое действие – это голосование за то, каким человеком вы хотите стать. Где-то тоже было написано, да, что сначала мы формируем привычки, а потом привычки формируют нас. О каких привычках, да, вот, или практиках, да, вот, ритмов идет речь? Вот это привычки, которые относятся к нашей работе. Вот то, как мы работаем, да, вот то, как мы относимся к работе, это о нашей дисциплине в работе, о нашем труде в целом, и тоже о нашем отдыхе, вот, и о балансе двух. Вот, потому что, опять же, мы созданы для труда, вот, да, мы через труд прославляем Бога, но также ввиду наших ограничений Бог дал нам дар отдыха, чтобы мы могли отдыхать, наполняться, вот, и продолжать наш труд. Вот, и как мы держим этот баланс. Вот, и что помогает нам трудиться, хорошо прославляя Бога, вот, и также что помогает нам отдыхать, вот, хорошо прославляя Бога. Вот, когда мы думаем о духовных привычках, да, вот, нам тоже надо учитывать ритм вовлечения и отступления. Вот, потому что мы можем вовлекаться во многие вещи, но на самом деле отходим ли мы когда-нибудь, чтобы оценить вообще, что происходит, куда мы движемся. Потому что если мы слишком вовлечены всегда и постоянно заняты, вот, нам сложно потом просто ответить на вопрос, а зачем я делаю то, что я делаю. И вот ритм отступления, да, вот, или привычки, которые помогают нам отойти, вот как на войне, да, вот, на войне вот это отступление, да, это тоже военный такой термин, да, вот мы отступаем, отступить для того, чтобы переоценить стратегию, вот, восстановить силы,
Вот, перенаправить, да, вот куда-то, может быть, сменить локацию надо. Перевязать раны, да, вот, получить какое-то исцеление. Вот. Если мы постоянно вовлечены, опять же, это то, что нас может истощить, и мы уже просто теряем фокус. Вот. Поэтому ритмы отступления или привычки отступления, да, вот, они помогают нам оставаться на правильном пути. Вот, оценивать этот путь, вот, и продолжать следовать за Богом и знать, куда Он нас ведет. Вот. Также вот какие привычки нам нужны, да, вот это привычки, хорошая привычка, я думаю, да, это пребывание в Слове. Вот. Допустим, все, что касается привычек слова, да, вот это пребывание слова, чтение слова, это слово ободрения, да, для кого-то, вот это благовестие, да, вот это наставление, да, вот исправление, обличение, это ученичество, да, вот это то, где мы используем слова, и они важны. Вот. Но мы тоже можем постоянно пребывать в Слове, да, или Слово — это то, что мы читаем, то, чем мы наполняемся, вот, это новости, которые мы смотрим, это вот общение в чатах, да, вот это все, что касается Слова. Но можете ли вы пребывать в молчании? Вот насколько комфортно вы чувствуете себя в молчании? Вот кому-то комфортно, а вот кому-то, может быть, некомфортно. Чего-то не хватает, нужно что-то жужжать. Вот. Опять же, да, вот в тишине и в молчании. Ну, тогда и Бога будешь слушать. Тогда и Бога будешь слушать, если будешь молчать. Да, потому что молитва — это тоже слово. Вот. Но это тоже и молчание может быть. Вот. Поэтому нам важно, чтобы в нашей жизни тоже был баланс вот этих двух, да, вот, где мы пребываем в Слове и используем Слово, да, вот, опять же, для Божьей славы, для других, вот, где мы пребываем в молчании, потому что нам важно слушать. Слушать себя, слушать Бога, слушать других, вот, и где мы прекращаем говорить. Баланс между покоем и действием. Вот, ритмы покоя и действия. Опять же, это очень тоже близко, может быть, с ритмами вовлечения и отступления, да, вот это то, где мы можем быть активными, вот что-то делать, но также просто находиться в покое и просто даже сказать, мне в это не нужно вовлекаться, вот, не мне нужно это делать. Вот. Потому что слишком быстро прыгая к действию, да, вот, мы можем обкрадывать других людей. Вот, от возможностей, да, вот, от инициативы вот какой-то и так далее. Поэтому нам важно пребывать и в покое, да, вот, и в действии, вот, и иметь какой-то баланс. Баланс между самопознанием и самоанализом. Вот, мы можем пытаться вот, много уделять времени, да, вот, опять же, познавая себя, вот, как-то вкладывая в себя, да, вот, развивая себя и так далее. Вот, но проводим мы тоже этот анализ. Вот, оцениваем ли мы вот, наш день, да, на одном из уроков, да, мы говорили с вами о дисциплине, которая называется экзамен, да, вот, или оценка вот, себя, да, оценка нашего дня. Вот, что давало нам радость в этот день, вот, что отнимало эту радость. Вот, даже два этих вопроса очень много могут сказать нам о том, вот, кто мы, что мы любим, что не любим. Вот, и даже дать нам направление о том, что нам нужно делать, что не нужно делать. Вот, где я чувствовала Божье присутствие, где я не чувствовала Божье присутствие. Вот, это то, что подразумевается тоже под самоанализом. Вот, очень классная дисциплина. И тоже духовные ритмы, которые связаны вот, в жизни в общине. Вот, жизнь в коммуне, да, жизнь в общине. Вот, какие ритмы, какие практики помогают нам быть с другими людьми, строить отношения с другими людьми. Вот эти отношения завета, да, о которых мы говорили. Вот. И когда нам нужно быть в отношениях, а когда нам тоже нужно быть одним. Рут Хейли Бартон, у нее есть книга «Укрепляя душу своего лидерства». Вот она пишет ее лидером непосредственно. И она говорит, что требуется глубокая готовность пригласить Бога, найти и познать нас на глубоком уровне нашего существа, позволить Ему показать нам разницу между ориентированным на результат стремлением ложного «я» и более глубоким призванием вести других, исходя из нашего подлинного «я».
Вот. Опять же вопрос, да, вот почему мы делаем то, что мы делаем. Вот. Это ориентация нашего ложного «я», да, вот стремление к каким-то результатам, вот что-то получить, опять же, реализовать свои амбиции, вот, или все-таки это наше подлинное «я». Вот. Это то, где реализуется Божья воля в нашей жизни, вот, а не наша. Время для размышления. Какие привычки вам необходимо изменить или развить в жизни и служении, чтобы создавать пространство для вещей, которые действительно имеют значение? Похоже, да, вопрос? И как вы можете внедрить их в свое ежедневное расписание? То есть и первые вопросы были о том, от чего вам нужно отказаться, что вам мешает, да, вот, то эти вопросы больше, какие привычки вам нужно культивировать и развивать в себе. Вот, и как вы можете сделать их вот, регулярными, вот, внедрить в свое расписание. Учитывая вот этот баланс, да, вот работы и отдыха, вовлечения, вот, отстранения, самопознания, самоанализа, слова и молчания, покоя и действия, вот, жизни с людьми, вот, и тоже отстранения вот, от отношений, может быть.